Привет! Итак, это быстрый обзор невероятных свершений культиватора Хань Ли, который идеально подготовит вас к событиям следующих глав. Только представьте, после долгих лет уединения он совершает грандиозный прорыв в силе и идет на немыслимый смертельный риск ради контроля над самим временем, что делает этот момент абсолютно ключевым для его дальнейшего пути. Чтобы полностью подчинить законы времени, Хань Ли идет на отчаянный шаг, пьет таинственную концентрированную зеленую жидкость из своего артефакта «Флакон, контролирующий небеса». Эта штука причиняет ему невыносимую агонию и буквально разрывает тело изнутри. Но он продолжает этот садистский эксперимент над собой. Ведь именно балансирование на грани жизни и смерти позволяет на долю секунды прикоснуться к тайнам управления временем. В общем, Хань вывел свою силу на совершенно новый уровень и готов буквально разорвать себя на части ради абсолютной власти над временем, оставляя нас в жутком предвкушении того, какие границы он нарушит в следующих главах. А теперь слушаем дальше. Глава 266. Награда в 5000. С последней вспышкой золотого света священная ось мантры исчезла в теле Хань Ли, и он издал приглушенный стон, выплюнув полный рот черной крови. Он открыл глаза, и защитный лазурный свет вокруг него сильно дрожал, как будто мог в любой момент разрушиться. Все его суставы и меридианы также содрогались, и он поспешно сложил ряд печатей, чтобы стабилизировать слой защитного лазурного света. После этого он принял еще одну восстанавливающую пилюлю, и на его лице появилось задумчивое выражение. Только что он чувствовал, что приблизился к постижению силы времени как никогда раньше, и она была так дразняще близка, что он почти мог протянуть руку и схватить ее, но в конце концов он снова потерпел неудачу. Он бесконечно приближался к своей цели, но на его пути всегда стоял этот барьер, который, казалось, невозможно было обойти. Согласно писанию оси мантры, те, кто овладел первым уровнем искусства совершенствования, могли начать попытки овладеть законами времени. Конечно, будет ли это начинание успешным или нет, это совсем другой вопрос. Однако с помощью духовной жидкости, производимой флаконом контролирующего небеса, он должен был преуспеть легче, чем другие. Месяц спустя флакон контролирующего небеса произвел еще одну каплю духовной жидкости, и на этот раз Хань Ли, не колеблясь, тут же проглотил ее. В следующее мгновение за его спиной во вспышке золотого света появилась его священная ось мантры, испуская ослепительное золотое сияние наряду с мощными колебаниями закона времени. И снова он держал в каждой руке по камню бессмертного происхождения, и золотой свет, исходящий от его тела, становился все ярче, а законы времени начали сходиться вокруг него. Именно в этот момент золотой свет на священной оси мантры внезапно начал мерцать, и на ее поверхности появились трещины. Все силы закона времени, собравшиеся вокруг Хань Ли, тут же исчезли, как и священная ось мантры. Хань Ли открыл глаза с разочарованным выражением лица. Возможно, первый раз можно было списать на случайность, но теперь это произошло 2 раза подряд, и единственное объяснение, которое он мог придумать, заключалось в том, что он просто еще не был готов овладеть законами времени. Таким образом, ему придется переключить свое внимание на получение 2-го уровня писания оси мантры. Подумав об этом, он перевернул руку, чтобы достать еще одну пилюлю, и тут же проглотил ее. Несколько месяцев спустя. На восточную часть горного хребта колокольного звона обрушился продолжительный снегопад, покрыв всю эту область толстым слоем снега. С исчезновением огненного миазма пик багрового рассвета также был покрыт снегом. В этот момент Мэн Юнгуй в серебряном одеянии сидел на корточках перед участком духовной земли, на котором росло несколько десятков духовных растений, осматривая питательную формацию вокруг участка земли. Этот вид духовных растений произрастал на пике багрового рассвета в естественных условиях и мог выживать только в тепле. Поэтому без естественной защиты огненного миазма требовалась питательная формация, чтобы защитить их от стихий. Мэн Цинцань в длинном зеленом платье стояла рядом с Мэн Юнгуем с довольно рассеянным взглядом и спросила: «Как ты думаешь, когда старейшина вернется, брат?» Мэн Юнгуй изобразил сердитое выражение, повернулся к ней и проворчал: «Ты действительно моя сестра. Ты и близко так по мне не скучала, когда я был в поисках духовных семян для старейшин или...» Мэн Цинцань хихикнула и ответила: «Конечно, я твоя сестра, просто мне очень хочется сказать старейшине ли, что я уже продвинулась до стадии божественной трансформации. Ты тоже должен усердно работать, брат». Мэн Юнгуй мог лишь покачать головой с покорным выражением лица. С тех пор, как Мэн Цинцань успешно проявила зарождающуюся душу, ее уровень совершенствования быстро рос, и она не только догнала своего брата, но и недавно превзошла его, достигнув стадии божественной трансформации совсем недавно. Конечно, Мэн Юнгуй искренне радовался за свою сестру, но он не хотел хвалить ее слишком сильно, чтобы она не зазналась.
В конце концов, несмотря на то, что она уже несколько сотен лет совершенствовалась, у нее все еще был очень простой и наивный характер, и он беспокоился, что чрезмерная похвала негативно скажется на ее отношении к культивации. Неподалеку от участка духовной земли находился огромный горный зверь-хранитель Ханьли. Он поднял свои две головы и лениво зевнул, а затем со скучающим выражением положил головы обратно на землю. Однако всего через несколько мгновений он снова высоко поднял головы, чтобы посмотреть в небо. С далекого горизонта к пику багрового рассвета стремительно неслась полоса лазурного света, и формация, охватывающая всю гору, быстро исчезла, после чего лазурная фигура спустилась на пик багрового рассвета. Мэн Юнгуй и Мэн Цинцань обменялись взглядами, и каждый из них увидел в глазах другого отражение собственного ликования, когда они поспешно бросились к пику багрового рассвета. К тому времени, когда они прибыли в пещеру Ханьли, Сун Бучжэн уже созвал всех остальных, и все слуги собрались в главном зале, ожидая указаний от Ханьли. В конце концов, он лишь кратко расспросил о ситуации на пике багрового рассвета, а затем подарил всем несколько пилюль и сокровищ, прежде чем быстро уйти, и, к большому разочарованию Мэн Цинцань, она даже не успела рассказать Ханьли о своем последнем прорыве. Покинув пик багрового рассвета, Ханьли полетел к ближайшему залу телепортации и отправился прямо на пик пронзающие облака. В боковом зале Дворца Высшего Прозрения за столом сидел полный пожилой человек, который с улыбкой принял знак старейшины, который ему предоставил Ханьли, и сказал: «Спасибо за ваш труд, старейшина Ли. Два старейшины, отправленные в секретную зону парящих гор, чтобы заменить вас, уже вернулись с докладом, и ситуация идентична той, что была описана в вашем предыдущем докладе. Секта сочла, что вы внесли значительный вклад в защиту духовных растений на парящих горах во время кризиса, и в результате вы будете вознаграждены 500 дополнительными очками заслуг в дополнение к вашей стандартной награде». После этого Ханьли немного побеседовал с полным старейшиной, прежде чем ему вернули знак старейшины, и он вышел из зала. Покинув боковой зал, на лице Ханьли появилось задумчивое выражение. Он уже накопил значительное количество очков заслуг за выполненные задания, и к настоящему моменту он накопил в общей сложности более 4000 очков заслуг. Казалось, что это довольно значительная сумма, но она все еще была очень далека от 9000 очков заслуг, необходимых для обмена на второй уровень писания оси мантры. Ханьли медленно шел к главному залу Дворца Высшего Прозрения, размышляя о том, как ему заработать еще 5000 очков заслуг. Внезапно ему в голову пришла мысль. На золотой каменной стене во Дворце Высшего Прозрения было задание, которое давало награду ровно в 5000 очков заслуг за совершенствование писания оси мантры до второго уровня. Подумав об этом, Ханьли тут же ускорил шаг, прибыл в главный зал Дворца Высшего Прозрения и направился к золотой каменной стене. Главный зал был по-прежнему таким же оживленным и шумным, как обычно, и даже у золотой каменной стены собралось около дюжины старейшин внутренней секты, которые все смотрели на задания, написанные на стене. Ханьли проигнорировал остальные задания и направил свой взгляд прямо на задания в верхней части стены, которые были написаны красным цветом. Конечно же, задание, которое он искал, все еще было там, и оно было чрезвычайно кратким, но Ханьли стоял и смотрел на него почти час. Его беспокоило то, что если другие увидят, как он принимает это задание, то прогресс, которого он достиг в писании оси мантры, будет раскрыт. В конце концов, несмотря на то, что было много людей, которые пытались использовать это искусство совершенствования, едва ли кому-либо это удавалось, и прогресс, которого он достиг, был просто возмутительным. Обычный истинный бессмертный мог бы легко потратить сотни тысяч лет на упорный труд, не добившись и 10 доли того прогресса, которого достиг он. Поэтому, если бы стало известно, что он овладел первым уровнем искусства совершенствования, это определенно вызвало бы огромный переполох в до пылающего дракона, и он, несомненно, стал бы центром внимания всей секты. Мысль об этих осложнениях вызывала у Ханьли настоящую головную боль. Даже если бы ему каким-то образом удалось принять это задание и получить награду в 5000 очков заслуг, не предупредив никого другого, он неизбежно был бы разоблачен в любом случае, как только отправился бы во дворец передачи заслуг, чтобы обменять их на второй уровень писания оси мантры. Это ничем не отличалось бы от того, чтобы сказать всем, что он овладел первым уровнем писания оси мантры. В конце концов, кто станет тратить 9000 очков заслуг на вторую часть искусства совершенствования, если он не овладел первой частью, придется ли мне украсть ее? Как только эта мысль возникла в его голове, Ханьли тут же покачал головой, чтобы избавиться от нее. До пылающего дракона — это не секта холодного пламени, царство духовной сферы. Мало того, что здесь обитало множество грозных золотых бессмертных, дворец передачи заслуг явно не был обычным местом, поэтому там наверняка были установлены мощные ограничения, и попытка украсть оттуда самое ценное искусство культивации секты ничем не отличалась бы от самоубийства.
Однако он также не мог просто отказаться от искусства совершенствования. В конце концов, главной причиной, по которой он присоединился к Даа Пылающего Дракона, было именно писание оси мантры. Долго размышляя над этим вопросом, Хань Ли повернулся и направился к выходу из дворца. Полдня спустя во дворец высокого прозрения вошел человек, одетый в ученое одеяние. Он небрежно подошел к золотой каменной стене, и другие старейшины внутренней секты, находившиеся поблизости, в унисон повернулись, чтобы посмотреть на него, а затем быстро снова направили свое внимание на каменную стену. Человек в ученом одеянии долго стоял на месте и, убедившись, что никто не обращает на него внимания, перевернул руку, чтобы вызвать свой знак старейшины, а затем указал им на определенное место на золотой каменной стене. Вспышка света тут же вылетела из стены и приземлилась на его знак старейшины. Человек в ученом одеянии был никем иным, как Хань Ли, который замаскировался с помощью своей маски гильдии странников. После долгих раздумий он решил, что возьмет награду за это задание. Награда составляла целых 5000 очков заслуг, и у него не было причин отказываться от нее. Он почувствовал, что количество очков заслуг на его знаке старейшины увеличилось до 9132. Верхняя часть заданий, написанных красным цветом на каменной стене, в любом случае не привлекала особого внимания, и в этот момент старейшины, собравшиеся перед стеной, либо беседовали друг с другом, либо искали подходящие для себя задания, поэтому никто не заметил, какое именно задание взял Хань Ли. Кроме того, учитывая его нынешнюю маскировку, никто все равно не смог бы его опознать. Подумав об этом, Хань Ли небрежно убрал свой знак старейшины, а затем с внутренним облегчением вздохнул и повернулся, чтобы уйти из дворца высшего прозрения. Однако как раз в этот момент все его тело внезапно напряглось. Краем глаза он заметил, что строка красного текста на каменной стене изменилась. Глава 267. Долина белой овсянки. Хань Ли остановился, а затем поспешно обернулся и увидел, что после красного текста появилась строка золотых иероглифов «Покажи свою ось в долине белой овсянки». Строка золотых иероглифов, казалось, была окутана слоем мутного золотого света, что делало ее невозможной для четкого рассмотрения. Посмотрев на золотой текст всего мгновения, Хань Ли тут же почувствовал сухость и боль в глазах, и он поспешно потер их, прежде чем снова бросить взгляд на то же место на каменной стене, но обнаружил, что там больше ничего нет. Он поспешно огляделся и обнаружил, что все остальные либо все еще смотрят на каменную стену, либо разговаривают друг с другом, и было ясно, что никто не видел того, что только что произошло. Долина белой овсянки. Где-то Хань Ли не мог вспомнить такого места в Даа Пылающего Дракона. Немного подумав, он снова повернулся к каменной стене, пытаясь понять, не изменилось ли что-нибудь в строке красного текста, но она ничем не отличалась. Словно эта строка золотого текста была не более чем плодом его воображения. Однако он знал, что, хотя он видел ее всего мгновение, это никак не могло быть просто игрой его разума. В любом случае, ему нужно было найти эту так называемую долину белой овсянки и посетить ее. В противном случае, это будет продолжать тяготить его. Но где же находится это место, Хань Ли еще немного постоял на месте, а затем направился в угол зала, где перевернул руку, чтобы достать карту горного хребта колокольного звона, которую он получил, когда впервые вступил в секту. После этого он влил свое духовное чувство в карту и начал внимательно ее изучать. Он простоял в этом углу зала более 2 часов, прежде чем открыл глаза и убрал карту, но недоумение на его лице только усилилось. Он несколько раз просмотрел всю карту своим духовным чувством, чтобы убедиться, что ничего не пропустил, но так и не смог найти место под названием «Долина белой овсянки». Может быть, это какая-то секретная зона в секте. Подумал Хань Ли про себя. Подумав об этом, он подошел к каменной стене и еще некоторое время смотрел на нее, прежде чем повернулся и вышел из дворца высшего прозрения. После этого он поднялся в воздух над дворцом высшего прозрения, сложив руки за спиной и с задумчивым выражением лица. Спустя несколько мгновений он устремился в определенном направлении, превратившись в полосу лазурного света. Той ночью в секретной комнате пещеры на пике багрового рассвета. На квадратном столе 8 бессмертных стояла древняя лазурная лампа, и было неясно, какое топливо в ней горело, но она не испускала дыма и издавала приятный аромат. Пламя на фитиле было необычайно устойчивым, не колеблясь ни на йоту, и это было всего лишь крошечное пламя, но оно было способно осветить всю комнату так, что она стала светлой, как день. В одном углу стола лежало несколько толстых древних книг, рядом с которыми лежали 3 нефритовые таблички. Также с края стола свисал желтый свиток длиной около 2 метров, наполовину свернутый, а наполовину расстеленный на полу. На свитке была изображена серия очень реалистичных гор с названиями, отмеченными рядом с ними мелким шрифтом.
Оказалось, что свиток содержал подробную карту. В этот момент Хань Ли сидел за столом, держа в руках древнее писание, которое он читал с сосредоточенным выражением лица. Эти нефритовые таблички и книги содержали исторические записи о горном хребте колокольного звона, и он одолжил их во внутренней библиотеке томов на пике императорского дракона. Помимо этих нефритовых табличек, все эти книги и свиток были оригиналами. Он мог бы купить их копии, но чтобы получить доступ к самым старым картам, он решил одолжить эти древние писания, хотя это стоило больше очков заслуг, чем покупка копий. Хань Ли внимательно изучил все содержимое этих исторических записей и карт, обращая внимание даже на самые мелкие детали, но до сих пор не нашел места под названием «Долина Белой Овсянки». Было несколько мест с похожими названиями, но большинство из них явно не были важными местами в секте. Основное внимание он уделял тем черным зонам, которые он видел на свитке пейзажей Чернильного духа. Большинство этих мест были запретными зонами в секте, и на большинстве карт они не были обозначены, но о них упоминалось в некоторых исторических записях. Даже после тщательного сравнения Хань Ли с разочарованием обнаружил, что упоминаний о долине Белой Овсянки все еще нет. Записи древнего облака, которые он сейчас держал в руках, были последней книгой из тех, что он одолжил. Строго говоря, эта книга не содержала официальных исторических записей. Вместо этого это был путевой журнал, в котором подробно описывалось расположение континента древнего облака, и он был написан культиватором, который испытывал трудности в своем совершенствовании и решил отправиться в путешествие самопознания. Однако эта книга была написана в очень ранний период времени, и, возможно, она была даже такой же древней, как и само до Пылающего дракона. На книгу было наложено ограничение, и если бы это ограничение было снято, то книга тут же рассыпалась бы в пыль. Хань Ли осторожно перевернул страницу и прочитал ее содержимое, и внезапно он поднял бровь, притянув книгу немного ближе к себе, чтобы внимательно изучить один конкретный отрывок текста на странице. В Западной горе есть долина, где в большом количестве собираются белые овсянки. Войдя в долину, человек не увидит долину. Вместо этого его встретит вид дворцов и павильонов, окутанных плотным туманом, и он почувствует, будто случайно попал в другой мир. Хань Ли продолжил читать этот отрывок текста и обнаружил, что вторая половина истории была о пастушке, который наткнулся на долину, где его избил плетью божество в золотых доспехах. Внезапно он пришел в себя и обнаружил, что все еще стоит в долине, и словно все, что только что с ним произошло, было не более чем сном. В путевом журнале было описано много странных мест, где обитали иллюзии и миражи, и большинство из этих мест были описаны вскользь, без особого описания, но эта долина, где собирались белые овсянки, была местом, к которому автор, казалось, проявлял особый интерес. Во время своих предыдущих чтений Хань Ли встречал таких птиц, как белые иволги и снежные фазаны, но это был первый раз, когда он видел упоминание о белых овсянках. Внимательно прочитав весь путевой журнал, он смог убедиться, что это единственный отрывок в истории, где белые овсянки были прямо упомянуты. Где же находится эта западная гора? Хань Ли задумался и рассеянно забарабанил пальцами по столу. Спустя несколько мгновений он внезапно притянул к себе все книги, лежащие в углу стола, затем открыл каждую из них на определенных страницах и разложил их на столе. Сосредоточив взгляд на одной из страниц, Хань Ли пробормотал себе под нос: «Западная унитарная гора, длинная и узкая гора, простирающаяся с юга на север, высотой 22 тысячи метров. Западная весенняя гора, высотой 27 тысяч метров. Западная сияющая гора». Вскоре Хань Ли уже читал далеко за полночь, и он встал из-за стола, лениво потянулся, а затем осторожно закрыл разложенные перед ним книги одну за другой. После этого он в порядке очереди положил их обратно в тот же угол стола, и единственное, что все еще лежало открытым на столе, был свиток с картой. Однако свиток был развернут всего на 30 сантиметров, и на этом участке свитка была гора под названием Западная лесная гора. Эта гора находилась в западной части горного хребта колокольного звона, и это была обычная гора, ничем не примечательная, поэтому на ней никогда не жили ни старейшины, ни ученики. Западная часть горы находилась недалеко от долины Духа Фрагоза, а восточная часть располагалась прямо напротив бокового ответвления горного хребта колокольного звона, и между ними находилась чрезвычайно широкая долина в форме полумесяца. После долгих раздумий Хань Ли решил, что это та самая западная гора, описанная в путевом журнале, и он считал, что долина в форме полумесяца, известная как долина полумесяца, очень вероятно, является той самой долиной Белой Овсянки, которую он искал. Взмахом рукава Хань Ли погасил лампу, стоявшую на столе 8 бессмертных, и из фитиля лампы начали подниматься струйки белого дыма, испуская приятный аромат, который витал в воздухе. Хань Ли вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и направился к переднему двору, но не успел он выйти из зала, как увидел Мэн Цинь Цань, которая бежала к нему.
Увидев Ханли, она тут же начала кричать: «Старейшина Ли, оно вылупляется!» Услышав это, Ханли слегка нахмурился от недоумения, но затем быстро понял, о чем она говорит, и на его лице появилось радостное выражение. «Пойдем посмотрим». Произнося эти слова, он подошел к Мэн Цинцань и легонько схватил ее за руку, и они оба мгновенно исчезли с места, превратившись в полосу лазурного света. Спустя несколько мгновений Ханли и Мэн Цинцань появились в каменной комнате пещеры, в центре которой находилось гигантское белое яйцо. Яйцо находилось на той же формации для сбора духовной энергии, что и раньше, постоянно поглощая изначальную ци мира и слегка покачиваясь из стороны в сторону. Однако даже по прошествии 15 минут яйцо все еще не подавало никаких признаков вылупления. Только что оно очень сильно тряслось, и я слышала, как изнутри яйца доносится стук, поэтому я подумала, что оно вот-вот вылупится, и поэтому так торопилась к вам, сказала Мэн Цинцань, и на ее лице появилось виноватое выражение. Ханли присмотрелся к яйцу и заметил, что на нижней стороне яйца появился круг из очень мелких трещин, которые невозможно было заметить без внимательного осмотра. Оно уже вылупилось, но, должно быть, испугалось, что рядом нет птицы-матери, поэтому спряталось обратно в яйцо, предположил Ханли. После этого он перевернул руку, чтобы достать мерцающее лазурное перо, которое он предоставил Мэн Цинцань. Мэн Цинцань не знала, зачем ей это перо, но все же приняла его и с недоумением повернулась к Ханли. «Теперь ты должна суметь заставить его выйти», — сказал Ханли с улыбкой. Мэн Цинцань была настроена довольно скептически, но все же подошла к яйцу и легонько постучала по нему рукой. Яйцо никак не отреагировало. Подождав немного, Мэн Цинцань легонько провела по поверхности яйца пером, которое держала в руке. На этот раз яйцо, казалось, что-то почувствовало и на мгновение полностью замерло, прежде чем снова начать раскачиваться из стороны в сторону, но все еще гораздо менее энергично, чем раньше. Увидев это, глаза Мэн Цинцань слегка загорелись, и она продолжила гладить поверхность яйца пером, одновременно поглаживая яйцо другой рукой. Внезапно яйцо перестало раскачиваться и полностью замерло. Глава 268. Переивушка. Старейшина Ли Мэн Цинцань с покорным выражением лица повернулась к Ханли, но внезапно раздался тихий треск, и круг трещин на нижней стороне яйца начал выпирать наружу, после чего кусок скорлупы размером с человеческую голову выпал, образовав в яйце отверстие. Услышав это, Мэн Цинцань поспешно обернулась, сосредоточив свой взгляд на отверстие в яйце с легким предвкушением и тревогой в глазах, и ее встретил звук, очень похожий на чириканье цыпленка. Сразу же после этого изнутри высунулась пушистая голова, размером примерно с отверстие в яйце. Глаза головы были лишь наполовину открыты, а сама голова была покрыта слоем мерцающих зеленых перьев. Она немного напоминала курицу с коротким прямым клювом, над которым располагалась пара ноздрей, а щеки были довольно пухлыми, что придавало ей очаровательно глуповатый вид. Только покрутив головой из стороны в сторону несколько раз, она полностью открыла глаза и, взглянув на Ханли, повернула свой взгляд на Мэн Цинцань, склонив голову набок. После этого она полностью выбралась из яйца и неуверенно побрела к Мэн Цинцань. У нее была длинная и тонкая шея, соединенная с довольно хрупким и жилистым телом, которое совершенно не соответствовало ее большой голове. Словно все ее питательные вещества пошли на рост головы, что придавало ей очень несбалансированное тело. Ханли не был разочарован птицей, он просто чувствовал, что она немного уродливая. Он не мог не задаться вопросом, где и с какой целью Фан Пань достал это яйцо. В отличие от реакции Ханли, глаза Мэн Цинцань светились, когда она наблюдала, как хрупкий птенец, спотыкаясь, идет к ней. В то же время она не могла не испытывать некоторого беспокойства, опасаясь, что его тонкая и хрупкая шея не выдержит веса его большой головы. Она посмотрела прямо в глаза птенцу и совсем не нашла его уродливым. Наоборот, она чувствовала, что он очень милый в своей неуклюжести. В те моменты, когда она раньше сталкивалась с узкими местами в совершенствовании или ее что-то тяготило, чем она не хотела делиться даже со своим братом, она приходила к этому яйцу, относясь к нему как к близкому другу, с которым она могла поговорить в трудную минуту. Не успела она опомниться, как яйцо стало ее близким спутником на пути совершенствования, находясь с ней с тех пор, как она была на стадии зарождающейся души. Можно даже сказать, что без общения, которое обеспечивало это яйцо, возможно, она не смогла бы так быстро достичь стадии божественной трансформации, поэтому теперь, когда яйцо наконец вылупилось, ее охватили смешанные чувства. Она медленно присела и подняла птенца, который, наконец, добрался до нее, и нежно погладила его мягкие перья рукой. Тем временем птенец положил голову на перо, которое она держала, легонько потираясь о него головой и тихонько чирикая. «Можете дать ему имя, старейшина Ли?» — спросила Мэн Цинцань, повернувшись к Ханли с птенцом на руках.
Это перо, которое ты держишь, скорее всего, принадлежало его матери, поэтому давай назовем его Перьевушка», — сказал Хань Ли, немного подумав. «Перьевушка. Какое красивое имя. С этого момента я буду называть его Перьевушка», — ответила Мэн Цинцань с радостной улыбкой. Мэн Цинцань подняла птенца на уровень глаз и с серьезным выражением сказала ему: «С этого момента тебя зовут Перьевушка». Только тогда Хань Ли заметил, что под перьями птенца на нижней стороне головы скрывается небольшой мясистый нарост. Он слегка нахмурился, подошел к Мэн Цинцань и взял у нее птенца, а затем некоторое время внимательно его рассматривал, по очереди поднимая крылья и хвост птенца. При этом он обнаружил слабо мерцающее перо под каждым из этих мест, и на его лице появилось задумчивое выражение. «Что-то не так, старейшина Ли?» — спросила Мэн Цинцань с встревоженным выражением лица. «Нет, просто я все это время пытался понять, что это за яйцо, но безуспешно, а теперь, когда яйцо вылупилось, у меня наконец-то появилось представление о том, что это может быть», — ответил Хань Ли с улыбкой. Услышав это, Мэн Цинцань очень заинтересовалась и поспешно спросила: «Перьевушка, это что-то особенное? Сейчас я не могу сказать наверняка, но могу быть уверен, что это духовная птица ветреного атрибута, причем с очень высоким эволюционным потенциалом». «Возможно, в ее теле есть какая-то родословная истинного духа», — ответил Хань Ли. Услышав это, глаза Мэн Цинцань загорелись еще ярче, и она повернулась к птенцу и похвалила: «Похоже, ты предназначен для великих дел, Перьевушка». Птенец, естественно, не понимал, что о нем говорят, и продолжал непрерывно чирикать. Кажется, что он полон желания и любопытства по отношению к окружающему миру. Хань Ли перевернул руку, чтобы достать лазурную пилюлю, после чего из его ладоней вырвалась вспышка лазурного света, окутавшая всю пилюлю. Вскоре пилюля начала таять в лазурном свете, превращаясь во вспышку лазурной ци, которая была пропитана богатой духовной силой. Затем Хань Ли направил вспышку лазурной ци в клюв птенца, и она скользнула вниз по длинной и тонкой шее Перьевушки, затем несколько раз вспыхнула в его животе, прежде чем исчезнуть. Перьевушка тут же перестал чирикать, а затем отрыгнул в очень очеловеченной манере, к большому удовольствию Мэн Цинцань, и она начала смеяться от восторга. Сразу же после того, как он издал эту отрыжку, веки Перьевушки мгновенно начали опускаться, и его голова упала на бок, когда он заснул. Духовная пилюля ветреного атрибута, которую я ему только что скормил, все еще слишком сильна для него, чтобы он мог ее переварить, хотя я уже использовал свою магическую силу, чтобы облегчить ее усвоение, но это хорошо. Теперь, когда он спит, он сможет лучше переварить пилюлю, объяснил Хань Ли с улыбкой. Мэн Цинцань кивнула в ответ. «Пока оставь это перо себе. Ты все это время заботилась о яйце Перьевушки, поэтому можешь продолжать заботиться о нем и теперь, когда он вылупился», — сказал Хань Ли, передавая спящего птенца обратно Мэн Цинцань. «Да, старейшина Ли», — ответила Мэн Цинцань, с готовностью принимая у него Перьевушку. «Я помню, что на духовных полях на горе довольно много духовных растений ветреного атрибута. Ты можешь использовать их, чтобы кормить его, но вначале обязательно корми его только 10-летними растениями и давай ему более старые духовные растения, только когда он будет готов. Также следи за тем, чтобы не кормить его духовными растениями или пилюлями любого другого атрибута», — предупредил Хань Ли. «Поняла, старейшина Ли», — ответила Мэн Цинцань, кивнув. «Хорошо, можешь идти», — сказал Хань Ли, махнув рукой. Мэн Цинцань сделала то, что ей было велено, повернувшись, чтобы уйти с Перьевушкой на руках, но как раз в тот момент, когда она собиралась выйти из каменной комнаты, Хань Ли снова окликнул ее. «Что такое, старейшина Ли?» — спросила Мэн Цинцань, обернувшись с недоумением. «Если я не ошибаюсь, ты уже достигла стадии божественной трансформации, верно?» — спросил Хань Ли с улыбкой. «Ах, я хотела сказать вам об этом, но у меня никак не получалось, и я в итоге забыла», отвлекшись на яйцо Перьевушки, ответила Мэн Цинцань с немного смущенной улыбкой. «У тебя способности лучше, чем у твоего брата и остальных, поэтому неудивительно, что ты смогла быстрее продвинуться в своем совершенствовании. Вот несколько пилюль стадии божественной трансформации в качестве поздравительного подарка за твой прорыв», сказал Хань Ли с улыбкой и бросил белый фарфоровый флакон Мэн Цинцань, которая поспешно поймала флакон и искренне поблагодарила Хань Ли, прежде чем радостно уйти. Вскоре после ее ухода Хань Ли вылетел из своей пещеры, превратившись в полосу лазурного света, и покинул пик багрового рассвета. На следующий день. Был яркий солнечный день. Западная часть горного хребта Колокольного звона все еще была покрыта слоем снега, и только в некоторых местах, таких как дворцы и площади, снег был сметен. Кроме того, были еще места с подземными огненными жилами или горячими источниками, которые смогли сдержать снег, и вокруг этих мест даже присутствовала некоторая зелень. Полоса лазурного света пронеслась по воздуху, прежде чем спуститься к долине полумесяца рядом с западной лесной горой.
Покинув пик багрового рассвета прошлой ночью, Ханли вернул сущность огненного ворона в пещеру с подземной огненной жилой, а затем отправился в то место, которое, как он предполагал, было долиной Белой Овсянки. Сущность огненного ворона был очень рад вернуться, и он несколько раз облетел Ханли, прежде чем с энтузиазмом улететь обратно в пещеру. После этого Ханли отправился в западную часть горного хребта колокольного звона через зал телепортации. Если бы он решил телепортироваться прямо в долину духовных рогозов, а оттуда отправиться на западный лесной пик, то сэкономил бы много времени и смог бы добраться до долины полумесяца до рассвета. Однако прибытие истинного бессмертного в долину духовных рогозов вызвало бы огромный переполох, даже если бы он не собирался выбирать слуг, а он не хотел привлекать к себе внимание. Поэтому он выбрал немного более длинный путь, и именно поэтому ему потребовалось так много времени, чтобы добраться до места назначения. Долина полумесяца была такой же непримечательной, как и западная лесная гора рядом с ней, поэтому ни одно из этих мест не пользовалось особым уважением в секте. Таким образом, долина полумесяца все еще оставалась совершенно нетронутым местом. Ханли спустился ко входу в долину, а затем вошел внутрь и обнаружил толстый слой снега, простирающийся до самого горизонта, перемежающийся лишь с темно-красными камнями, что представляло собой довольно унылое зрелище. Пройдя несколько километров вглубь долины, местность стала шире и открытие, но при этом заметно ниже, чем у входа в долину, и Ханли понял, что все это время он шел под гору. Пройдя около часа, долина впереди внезапно наполнилась туманом, из-за чего ему стало трудно отчетливо видеть окружающую обстановку. Ханли обогнул огромный камень в долине и обнаружил за ним большое озеро в форме полумесяца. Из озера поднимались клубы пара, что явно указывало на то, что это геотермальный горячий источник. Температура вокруг горячего источника была немного выше, чем в других местах долины, и виднелся оголенный темно-красный берег озера. Ханли подошел к краю озера, остановился и заглянул в воду своими глазами духовного прозрения. Поверхность озера слегка рябила, а вода была очень чистой, что позволяло Ханли видеть, что дно озера усеяно бесчисленными камнями разного размера, но он не видел в нем ни рыб, ни каких-либо живых существ. Спустя несколько мгновений Ханли отвел взгляд, а затем осторожно выпустил свое духовное чувство, чтобы охватить всю долину, но, осмотрев ее, он не смог найти ничего примечательного, и казалось, что это действительно была просто обычная долина. Задание заключалось в том, чтобы он показал свою священную ось мантры в долине Белой Овсянки, и, подумав об этом, Ханли сел, скрестив ноги. Глава 269. Око истины. Если это действительно так называемая долина Белой Овсянки, то, возможно, что-то произойдет, если я вызову здесь свою священную ось мантры. Подумав об этом, Ханли сложил печать и активировал свое искусство совершенствования писания оси мантры. Его священная ось мантры тут же появилась за его спиной во вспышке золотого света и начала медленно вращаться в воздухе. 24 полупрозрачные руны до времени на оси непрерывно мерцали, испуская вспышки мощных колебаний закона, заставляя все в радиусе 30 метров замедляться до такой степени, что казалось, будто все замерло. Ветер затих, и даже поток воздуха стал чрезвычайно медленным. Точно так же рябь на поверхности озера также казалась застывшей. Туман, поднимающийся с поверхности озера, напоминал столбы белого дыма, которые двигались чрезвычайно медленно, и по сравнению с туманом вдали, который двигался с нормальной скоростью, туман, на который воздействовала священная ось мантры, можно было считать неподвижным. Ханли медленно вращался, осматривая окружающую обстановку, пытаясь найти какие-либо аномальные изменения в окружающей среде, но даже после длительного наблюдения он ничего не смог обнаружить. Как раз в тот момент, когда он начал думать, что попал не туда, наконец-то произошло что-то необычное. Перед ним внезапно появилась вспышка белого света, и из воздуха возникла белая овсянка размером с ладонь, которая взмахнула крыльями и полетела к озеру. Она находилась в пределах 30-метрового радиуса действия священной оси мантры, но, казалось, совершенно не подверглась ее влиянию, так как плавно опустилась на поверхность озера, посылая круги ряби во всех направлениях вокруг себя. Ханли смотрел на белую овсянку, не зная, что делать дальше. Именно в этот момент белая овсянка внезапно обернулась, чтобы взглянуть на него, а затем легонько клюнула своим серым клювом поверхность озера. Ханли почувствовал, как будто слышит звон колокольчика, сразу же после чего на поверхности озера появились круги ряби, которые начали распространяться во всех направлениях. Чем дальше распространялась рябь, тем больше становились волны, которые она поднимала, и, достигнув каменных берегов по обе стороны озера, волны стали настолько большими, что разбрызгивали большие объемы воды во всех направлениях. В центре волн появилась черная дыра толщиной с туловище взрослого человека, а над ней возник светящийся черный восьмиугольный массив, испускающий мощные пространственные колебания. Здесь есть секретная зона.
Воскликнул Хань Ли, слегка нахмурившись. Белая овсянка, которая вызвала все это, казалось, была весьма недовольна его нерешительностью, расправила крылья и некоторое время кружила в воздухе, прежде чем влететь в черную дыру и исчезнуть во вспышке света. Хань Ли больше не колебался, он убрал свою священную ось мантры, затем подпрыгнул в воздух и тоже упал в черную дыру. Однако, как только его ноги коснулись отверстия черной дыры, его словно остановил невидимый барьер, не позволяющий пройти сквозь массив. В его глазах вспыхнул синий свет, когда он попытался найти способ обойти массив. Некоторое время спустя он слегка нахмурился и поднял кулак, прежде чем ударить им по невидимому барьеру под собой. Он почувствовал, будто его кулак ударил в стену из хлопка, и большая часть его силы мгновенно была аннулирована. После этого Хань Ли испробовал еще несколько способов, чтобы попытаться прорваться сквозь ограничение, но все безрезультатно. Ограничение было чрезвычайно глубоким и, казалось, не имело никаких слабых мест. На лице Хань Ли появилось задумчивое выражение, когда он размышлял, что делать дальше. Судя по тому, что только что произошло, казалось, что он угадал правильно, и это действительно была так называемая долина Белой Овсянки. Однако Белая Овсянка уже улетела в секретную зону и, похоже, вела его туда же, так почему же он не может войти? Может быть, внезапно ему в голову пришла мысль, и он перевернул руку, чтобы достать свой знак старейшины, а затем направил его на восьмиугольный массив над черной дырой. Вспышка черного света вылетела из массива и попала на знак, после чего с него тут же списалось 9000 очков заслуг, оставив ему жалкие 132 очка. Увидев это, Хань Ли слегка опешил, а затем на его лице появилось радостное выражение. Прежде чем он успел подумать о чем-либо еще, из массива над черной дырой вспыхнул свет, который окутал все его тело и потащил прямо в дыру. После этого черная дыра резко исчезла. Рябь, бегущая по поверхности озера, все еще не утихла, но туман, поднимающийся с нее, уже вернулся в норму. Хань Ли почувствовал кратковременное головокружение, а затем обнаружил, что стоит на белой каменной площади. Он осмотрелся и увидел за собой скопление гор, а слева и справа от него располагались две огромные статуи божеств высотой более 300 метров. Каждая из статуй божеств держала в руках гигантское оружие, которое опиралось на землю, и обе статуи грозно смотрели прямо на Хань Ли. Хань Ли лишь мельком взглянул на статуи, прежде чем направить свой взгляд прямо вперед. В конце площади находился Золотой дворец, которому не было видно конца, а над ним располагался слой сверкающих облаков, которые ярко светились. Перед дворцом находился павильон без стен, и в нем сидели друг напротив друга две фигуры, похожие на мудрецов, и играли в го. За каждым из них стояла пара небесных дев в роскошных платьях, державших курильницы и чашки с чаем, и никто из них не смотрел в сторону Хань Ли. У ворот дворца стояли две команды воинов, одетых в золотые доспехи, и как только они заметили Хань Ли, тут же бросились к нему с яростным убийственным намерением. Увидев это, Хань Ли холодно фыркнул и вместо того, чтобы шагнуть вперед навстречу приближающимся нападавшим, сел, скрестив ноги. Затем в его глазах вспыхнул синий свет, он сложил печать и без каких-либо ограничений выпустил свое огромное духовное чувство во всех направлениях. Раздался звук плещущихся волн, и во всех направлениях, с Хань Ли в центре, разразилась грозная аура. В белой каменной площади под ним тут же образовались бесчисленные трещины, и вся земля вздыбилась, прежде чем рассыпаться. Две статуи божеств по обе стороны от него рухнули и рассыпались в пыль, а скопление гор за его спиной также исчезло без следа. Прежде чем воины в золотых доспехах успели до него добраться, они также были разорваны в клочья этой волной разрушения, и вскоре Золотой дворец впереди также рухнул, вместе с павильоном перед ним и людьми, находившимися в павильоне. Вся иллюзия вокруг Хань Ли была разрушена, а он оставался сидеть на земле. Однако белая каменная площадь под ним превратилась в покрытую мхом землю, и его окружали пышные горы. Казалось, что он находится на огромной территории, но он отчетливо ощущал присутствие пространственных барьеров вокруг себя. По-видимому, эта секретная зона была гораздо меньше, чем он себе представлял. Подумав об этом, он медленно поднялся на ноги, по привычке отряхнул свою одежду и направил свой взгляд прямо вперед. Там он увидел гигантский каменный монумент шириной более 30 метров. С обеих сторон каменного монумента было выгравировано странное существо, похожее одновременно на дракона и на змею, но монумент был очень сильно поврежден, и вверху у него явно отсутствовал большой кусок, поэтому невозможно было точно сказать, что это такое. Разрушенная часть каменного монумента была покрыта мхом, что придавало ему ветхий вид, но, к счастью, нижняя половина сохранилась очень хорошо, и она была усеяна золотыми иероглифами. Хань Ли быстро подошел к основанию каменного монумента и, бросив всего один взгляд, тут же застыл на месте. Это писание оси мантры, текст, выгравированный на разбитом монументе, явно был разделен на две части, между которыми находилась пустая область.
Часть монумента, расположенная ближе к земле, была покрыта низкой травой, и текст, выгравированный на ней, был очень знаком Ханьле. Это был не что иное, как первый уровень писания оси мантры, в то время как второй уровень был выгравирован ближе к верху монумента. Ханьли слегка нахмурился и задумался. Если писание оси мантры находится во дворце передачи заслуг секты, то зачем здесь был воздвигнут этот странный каменный монумент? И почему к нему так трудно получить доступ? Может быть, второй уровень писания оси мантры во дворце передачи заслуг также нужно получать отсюда, в конце концов. Вход сюда обошелся ему в ту же цену в 9000 очков заслуг, и об этом он, возможно, сможет косвенно узнать в следующий раз, когда отправится во дворец передачи заслуг. В то же время он не мог не задаться вопросом, было ли совпадением то, что он заметил на каменной стене во дворце высшего прозрения мимолетную строку текста, которая привела его сюда. Именно в этот момент над ним внезапно появилась вспышка белого света, и белая овсянка, которая привела его сюда, снова появилась и опустилась на разбитый монумент, чтобы поклевать мох на его разрушенной поверхности. Ханьли посмотрел на белую овсянку и обнаружил, что она выглядит слегка иллюзорно, что делает ее невозможной для четкого рассмотрения. Как раз в тот момент, когда он наблюдал за белой овсянкой, она внезапно перестала делать то, что делала, повернулась к нему и открыла клюв, чтобы сказать: «Чего ты на меня уставился? У тебя есть всего полдня, так что поторопись и запомни искусство совершенствования». Ханьли был совершенно ошеломлен тем, что белая овсянка может говорить. Ее речь была немного неуклюжей, поэтому было ясно, что способность говорить ей дало какое-то ограничение, но Ханьли все равно нашел это довольно удивительным. Поэтому он не мог не посмотреть на белую овсянку еще немного. «Хватит на меня смотреть!» Возмутилась белая овсянка. Ханьли поспешно отвел взгляд с смущенным выражением лица и сосредоточил свое внимание на каменном монументе. Как и первый уровень писания оси мантры, второй уровень также был написан золотыми иероглифами, и в нем использовался древний метод формулировки языка, что делало его очень трудным для понимания. К счастью, учитывая основу, которую он заложил, изучая первый уровень искусства совершенствования, Ханьли не был в полной растерянности, но все же мог читать текст только очень медленно. По мере того, как он читал текст, выгравированный на каменном монументе, он насильно запечатлевал его в своей памяти, используя свое грозное духовное чувство. Спустя примерно 4 часа на его лбу уже выступил легкий пот, и он глубоко выдохнул, наконец-то полностью запомнив второй уровень искусства совершенствования. Ко второму уровню писания оси мантры прилагалась секретная техника, известная как Око истины, которая, по-видимому, давала любому, кто овладел ею, способность видеть сквозь все иллюзии. Однако для того, чтобы совершенствовать эту секретную технику, нужно было уже иметь как минимум 12 рун до времени на своей священной оси мантры. Глава 270. Восстановление пространства-времени. Подумав об этом, в глазах Ханьли промелькнул необычный взгляд. Несмотря на то, что он овладел только первым уровнем искусства совершенствования, на его священной оси мантры уже проявилось 24 руны до времени, поэтому он, естественно, мог совершенствовать секретную технику Ока истины. Он сложил печать и начал читать заклинание, и его священная ось мантры тут же появилась за его спиной во вспышке золотого света. Белая овсянка, стоявшая на каменном монументе, все еще клевала мох, но, почувствовав колебания закона, исходящее от священной оси мантры, она тут же подняла голову и повернулась к Ханьли, и ее движения совсем не замедлились. Ханьли еще раз взглянул на искусство совершенствования, записанное на каменном монументе, и в его глазах появилось решительное выражение, когда он начал читать мантру второго уровня искусства совершенствования. Вскоре после этого он внезапно сменил печать, и его пение также ускорилось. Тем временем священная ось мантры за его спиной начала вращаться с большей скоростью, излучая ослепительный золотой свет. Поначалу светились только 6 рун до времени на оси, но остальные загорались одна за другой. С каждой загоревшейся руной до времени течения времени в радиусе 30 метров вокруг Ханьли замедлялось еще немного, а вращение священной оси мантры становилось все быстрее. Вскоре ось вращалась так быстро, что превратилась в размытое пятно, и из нее вырывались слабые золотые нити, которые сходились к отверстию в центре оси. Ханьли чувствовал, что бессмертная духовная сила в его теле быстро расходуется вдвое быстрее, чем при изготовлении пилюль. Он тут же перевернул руку, чтобы вызвать камень бессмертного происхождения, используя его для пополнения своей бессмертной духовной силы. Вскоре после этого зажглась 12-я руна до времени, и вся священная ось мантры начала издавать громкий гудящий звук, резко прекратив вращение. Все золотые нити, которые сошлись в отверстие в центре оси, переплелись и образовали золотой шар размером с кулак, который мерцал золотым сиянием.
Увидев это, Хань Ли также прекратил пение, и внезапно свет, исходящий от шара из золотых нитей, стал таким же ярким и ослепительным, как солнце. Свет был слишком ярким, чтобы Хань Ли мог смотреть на него, поэтому он непроизвольно закрыл глаза. Несколько секунд спустя ослепительный золотой свет, наконец, начал постепенно тускнеть. Хань Ли некоторое время массировал глаза, а затем повернулся, чтобы посмотреть на священную ось мантры за своей спиной. Ось изначально была размером всего около 30 сантиметров, но, казалось, немного увеличилась в размере, и в отверстии в ее центре находился большой вертикальный глаз, который был плотно закрыт. Так вот оно, око истины. Хань Ли сложил печать в соответствии с описанием в секретной технике, чтобы активировать око истины, и на этот раз не было такого мощного оттока бессмертной духовной силы, как раньше. 12 рун до времени на священной оси мантры загорелись в унисон, испуская вспышку своеобразные колебания, и вертикальный золотой глаз задрожал, после чего его золотые веки раздвинулись посередине влево и вправо, открывая золотой глазное яблоко. Глазное яблоко был полностью золотого цвета, но его окраска была неоднородной. Золотой оттенок в центре зрачка был явно более ярким, напоминая шар расплавленного золота. Золотой свет, исходящий от края зрачка, был немного менее ярким, и вокруг него располагался концентрированный круг странных рун. За пределами круга рун золотая окраска была еще более тусклой, и она даже не была такой выраженной, как золотая окраска век. Как только око истины открылось, круг рун вокруг зрачков тут же начал быстро вращаться, а из зрачка вырвалась вспышка слабого золотого света. Увидев это, сердце Хань Ли слегка встрепенулось, и он начал осматривать окружающую обстановку через око истины, а не своими физическими глазами. Окружающие горы тут же исчезли, открыв серию полупрозрачных пространственных барьеров, за которыми простиралось обширное пространство мутно-серого цвета, как будто вся эта область была окутана облаком серого тумана. И это все, если это был весь предел силы ок истины, то оно действительно мало чем отличалось от его глаз духовного прозрения. Казалось, что око истины позволяло ему видеть некоторые скрытые вещи немного яснее, и это было далеко от его ожиданий. Он начал медленно поворачиваться, и священная ось мантры повторяла его движение, а око истины также начало поворачиваться. Когда Хань Ли повернулся лицом к каменному монументу, око истины сделало то же самое, и на монументе внезапно появился слой слабого белого света. Слой света напоминал завесу из тонкого дыма, которая загораживала его взгляд, не позволяя ему четко различить текст на каменном монументе, а белая овсянка, стоявшая на монументе, также превратилась в шар энергии, похожий на изначальную ци мира. Хань Ли был очень удивлен, увидев это, и он начал активировать свою священную ось мантры на полную мощность. От оси исходил яркий золотой свет, полупрозрачные руны до времени загорались одна за другой, и вскоре все они были освещены. После того, как все 24 руны до времени были активированы, золотой свет, исходящий от ок истины, внезапно стал ярче, сразу же после чего из зрачка вырвался луч золотого света, ударивший в слой белого света на каменном монументе и тут же прошедший сквозь него. Луч белого света был похож на острый клинок, который прорезал белый световой барьер и начал разрывать его на части. Именно в этот момент каменный монумент резко задрожал, испугав белую овсянку и заставив ее взлететь в воздух. Появилась вспышка золотого света, и изнутри каменного монумента начали исходить странные искажения. Внезапно Хань Ли смог ощутить довольно слабые, но знакомые силы времени. Этот каменный монумент — сокровище, которое содержит силу времени. Хань Ли был очень удивлен этим открытием, но сюрпризы на этом не закончились. Из разрушенной поверхности каменного монумента начал вырываться огромный поток золотого света, и разрушенная часть монумента быстро восстанавливалась золотым светом. Вскоре весь монумент был восстановлен до своего первоначального состояния, как будто его полностью перестроили, и даже поврежденные головы пары зверей, выгравированных по обе стороны монумента, были восстановлены. Может быть, это око истины также способно ремонтировать предметы и восстанавливать сокровища. Немного подумав, Хань Ли подпрыгнул в воздух и приземлился на вершину каменного монумента, а затем протянул руку, чтобы коснуться восстановленной части монумента. Однако, как только его рука коснулась поверхности монумента, она тут же прошла сквозь нее. Так это всего лишь проекция, отраженная оком истины. Хань Ли не был сильно удивлен таким результатом, и он спустился обратно на землю, прежде чем направить свой взгляд на восстановленную часть монумента. Как только он это сделал, он снова застыл на месте. Оказалось, что над вторым отрывком появился еще один отрывок золотых иероглифов, и они были разделены еще одной пустой областью. Этот третий отрывок текста был ничем иным, как третьим уровнем писания оси мантры. Увидев это, Хань Ли был одновременно поражен и обрадован, и он знал, что это была невероятно удачная возможность. Именно в этот момент рядом с ним раздался довольно механический голос: «У тебя осталось 2 часа». Голос принадлежал никому иному, как той самой белой овсянке.
Даже с помощью истины Хань Ли не смог определить, что это за белая овсянка. Услышав это, он поспешно сосредоточил свое внимание на третьем отрывке текста, запоминая третий уровень писания оси мантры как можно быстрее. С одновременной активацией всех 24 рун до времени и истины Хань Ли быстро сжигал свои запасы бессмертной духовной силы. Несмотря на то, что он использовал камень бессмертного происхождения, чтобы пополнить свою энергию, все его запасы бессмертной духовной силы истощились всего за несколько минут, и он больше не мог использовать Око Истины. Когда Око Истины исчезло, восстановленная часть каменного монумента также рассыпалась на золотые точки света, а священная ось мантры за спиной Хань Ли вернулась в его тело. Хань Ли легонько выдохнул и перевернул обе руки, чтобы вызвать пару камней бессмертного происхождения, держа по одному в каждой руке, чтобы пополнить свою бессмертную духовную силу. На его лице играла слабая улыбка, а волнение в его сердце отказывалось утихать. Он пришел сюда только для того, чтобы попытать счастье, и уж никак не ожидал, что получит от этой поездки столь значительную награду. Он не только заполучил второй уровень писания оси мантры, но и третий уровень искусства совершенствования, поэтому он, естественно, был в восторге. «Время вышло», — заявила белая овсянка, возвращаясь на каменный монумент. «Спасибо». «Старший», — ответил Хань Ли, решив после некоторого раздумья называть белую овсянку старшим. «Я не старший, я всего лишь проявление ограничений в этой секретной зоне», — ответила белая овсянка. Хань Ли хотел задать еще несколько вопросов, но белая овсянка не дала ему такой возможности, расправив крылья и полетев прямо к нему. Казалось, что она двигалась очень медленно, но она достигла его в мгновение ока. Хань Ли все еще держал в руках камни бессмертного происхождения, когда почувствовал, что все пространство вместе с белой овсянкой движется к нему, и он был поглощен, прежде чем успел что-либо сделать. В следующее мгновение поверхность озера в долине полумесяца начала бурлить, как будто вода закипела, и Хань Ли медленно вынырнул из воды на поверхность. Он посмотрел вниз и увидел, что поверхность озера уже постепенно возвращается в спокойное состояние, по воде распространяется лишь слабая рябь, и он увидел свое отражение, смотрящее на него. Свет в долине был довольно тусклым, а снег отражал свет заходящего солнца. Уже близилась ночь. Друзья, эти главы — чистый гений Хань Ли. Ему не хватает 5000 заслуг для следующего уровня оси мантри, но светиться опасно. Прогресс по закону времени выдаст его с потрохами. Он берет задание анонимно через гильдию странников и получает подсказку «Долина полумесяца». Перед риском теплая сцена с вылупившимся ветряным птенцом и помощью Мэн Цинтень. Затем вход ценой всех 9000 заслуг. Внутри иллюзорный дворец. Он находит разбитый монумент с соком истины и третьим уровнем писания. 24 руны времени через око восстанавливают утраченное, копирует все за миг до истощения. Теперь тайна. У него 3 уровня без визита во дворец заслуг. Что дальше? Как скрыть это от секты? Пишите. Готовлю продолжение.